Здравствуйте, наши дорогие друзья, коллеги и единомышленники. Приветствуем вас на канале МБ Masters of Body. Мы снова с вами. И сегодня тема пойдет о таком известном о наболевшем, как анаболические стероиды. У нас февраль на дворе, практически вот на носу. И для многих ребят, и не только ребят, это время, когда используют для набора мышечной массы, для увеличения силовых показателей и такого прочего. И нам в залах, где мы работаем, все чаще и чаще задают вопросы, касаемые именно этой темы. Стероидов и всего, что с этим связано. Поэтому мы решили сделать отдельный выпуск, посвященный именно этой теме. И сегодня мы в гостях у нашего единомышленника, товарища, большого друга и, конечно же, соучредителя нашего канала Андрея Шарапова. И чуть позже я объясню, почему именно Андрей Шарапов сегодня будет у нас выступать главным экспертом касаемо вопросов анаболических стероидов и все, что с этим связано. Привет, Андрюха, еще раз. Привет. Итак, знакомимся с Андреем. Андрей, сколько лет ты всего вместе тренируешься? Вообще твой тренировочный стаж? Тренируюсь я 31 год. На секундочку. Первое. И, естественно, касаемо нашей темы, с какого возраста или когда, как если вспомнишь, ты первый раз попробовал свою первую химку, что это было, как это было? Поделись. Я пришел в зал, мне было 15 лет, и спустя несколько лет я понял, что хочу заниматься этим видом спорта серьезно и профессионально. В 18 лет я попробовал 2 пачки метана. Сразу? Да. Нифига себе. У меня силовые показатели выросли на 20 килограмм во всех упражнениях. Я поправился где-то килограмм на 5-6 и чувствовал себя очень-очень... Я летал по залу. Короче, Просто тебе понравилось, летал. да? Да, мне понравилось. Это какой год был? Ну-ка. Ну, так, в 92-м я начал тренироваться, это 15, и 18 плюс 3, 93, 94, Это тогда еще меташка продавалась в аптеках? Да. И стоила Это она да. 2 рубля 2 копейки. Понятно. В общем, это получается сколько лет уже? 4-й, 95-й год, вот так. С 95-го и поныне ты как бы до сих пор тренируешься. И самый главный вопрос, сразу зайдем с конца. Как здоровье? Ну, внешне, конечно, ты выглядишь классно, об этом чуть попозже мы еще заикнемся. Как ты себя чувствуешь вообще, как здоровье после всех этих лет фармакологии? Ну, врать не буду, но чувствую себя прекрасно. Единственное, что беспокоит за все эти годы, это наличие такой легкой боли в некоторых суставах, в коленях, например. Но у меня это с детства проблема была. И она не зависит вообще никак и не является фактором употребления стероидов. Ясно. Теперь немножечко вам объясню, почему именно Андрей, почему именно он сегодня наш эксперт. Ну, во-первых, Андрею, как и мне, в принципе, нам по 47 лет. И я хочу сказать и уверен в этом, что в Украине сейчас, ну, я не знаю, может быть, вы знаете, кстати, напишите нам в директе, есть ли еще спортсмены, которые 47 лет до сих пор поддерживают хорошую соревновательную форму, то есть не просто тренируются в зале, а готовятся на соревнования. Если бы не война, которая у нас сейчас в стране, Андрей до сих пор бы выступал. Но он все равно надеется, готовится постоянно, и он находится в чудесной соревновательной форме. И плюс, последние уже сколько, лет, наверное, 10, он еще больше углубился в тренерскую деятельность, закончил и массажные курсы при медакадемии, а не в каком-то подвале, получил соответствующий диплом. И активно занимается тренерской деятельностью на протяжении также около 20 лет, когда мы вместе начинали. Поэтому, почему именно Андрей сегодня у нас главный эксперт? То есть вопрос не только в том, как человек там в 30 лет на пике формы добился успехов, а и насколько он сохранил свое спортивное долголетие. А спортивное долголетие в первую очередь свидетельствует о интеллекте, спортивном интеллекте спортсмена. И от этого зависит не просто, что он вам посоветует, а кем и как вы после этого останетесь, что вы после этого извлечете. Продолжаем нашу тему. Так, Андрюха, сейчас поговорим непосредственно о том, какие бывают стероиды, что это такое. Мы, конечно, с Димой тоже этим делом балуемся и баловались. Ты у нас сегодня эксперт. Поэтому, как я вычитал в интернете, что он говорит, Википедия, это группа препаратов, которая называется ААС. Правильно? Да. Расшифровывай. Расшифровка АС – анаболические андрогенные стероиды. То есть это виды тех препаратов, которые бывают, да? Подразделяются на 2 вида. Так,
Что такое андрогенные, например? Какие туда препараты входят? Давай конкретно, чтобы людям было Андрогенные понятно, стероиды, что это за во-первых, препараты. сначала они влияют на мужские половые признаки, то есть на мужской тестостерон. И это препараты, содержащие гормональный эффект. Это такие, как в аптечной, например, сфере есть тестостеронопропионат. Он самый легкий, самый обычный, легко Наверное, самый доступный, да? Да. Потом идет дальше по классификации, по, скажем так, уровню действия сустанон. Он посильнее, да? Да. Потом идет тестостерона энантат. И еще группа тринболоновых препаратов, которые тоже влияют на, они андрогенные. Эти препараты усиливают действие собственного тестостерона, дают агрессию небольшую. Так, это потом. Давай сначала просто разберемся по препаратам, что из них. А что тогда такое анаболики, вернее, анаболические препараты? Какие туда именно, ну, по названию, чтобы людям было препараты, понятно. они- Насколько я знаю, это балденон, правильно? Что еще? Да, ну давай начнем с того, что анаболические препараты для чего они? Они Для чего? предназначены для усиления и роста мышечной ткани, Синтез белка ускоряют. синтез я белка читал, ускоряют, да, для скорейшего восстановления организма и улучшают обмен веществ. К таким входят от оральных препаратов, то есть Что это за таблетки? да, которые в виде таблеток. Это такие, ну, самые простейшие. Ну, название, да, Метандиенон. Он в разных фармакологических компаниях по-разному называется, но действующее вещество метан. Потом туринабол, очень известный. И еще оксандронолон. Это очень мягкий препарат. Я потом попозже вернемся к нему, рекомендован для женщин даже. Ну и, пожалуй, еще оксиметалон. Это очень мощный препарат. Ну, это как бы, К в ним принципе, еще таблетированные, это таблетированные. да? А инъекционные? Это такие, как балденон, дека, так называемая, декадурабалин. Раньше, когда мы начинали с тобой в аптеках, это был ретабалил. И нейроболил Да. еще был, да, давненько. Нандролонофенилпропионат. Ну, еще можно много названий предоставить, и это не будет столь Понятно. важно. Главное, что, самое главное, что именно эта группа препаратов влияет на синтез белка, как ты сказал, на усиление и роста мышечной ткани, на лучшее восстановление и на ускоряет обмен веществ данного В общем, человека. в свое время вычитал также в аннотациях к этим препаратам, что их используют в медицине, например, для чего они были придуманы, или я не знаю, кто их там придумал, их используют для скорейшего восстановления, когда надо срастить кости, там при Вот. больших потерях тканей, как при ожогах, то есть где нужно усилить быстро, ну, синтез белка, наращивание той же самой В свое мышечной массы, время- дистрофию лечили, если Вот, не в свое ошибаюсь. время маленьким детям давали То есть, очень да, детские там уже были дозировки, то есть чтобы понятно. убрать И вот дистрофию мы теперь мышечной переходим ткани ребенку. автоматически ко второй части этого вопроса. Какой эффект дают одни, а какой другие? Вот конкретно не по медицинским показаниям, а вот в тренировочном процессе. Вот для тебя, как спортсмена с огромным стажем, я не знаю, кто еще больше стаж имеет в Украине. Кстати, если вы знаете, напишите нам в директ спортсменов таких. Вот андрогены, тот же тестик, тот же суст. Вот что ты чувствуешь, что они дают во время применения в тренировочном процессе? Ну, для меня лично, например, сустанон – это препарат, который помогает мне восстановить мои микротравмы. Он немножечко задерживает воду и делает суставы и связки более эластичными. Идет Сустанон, да? Да, сустанон. Идет задержка водички небольшая в тканях тоже, и поэтому он дает хороший налив. Единственное, что да, у некоторых людей он вызывает повышенное давление, ну и немножко он агрессивный препарат, потому что он цепляет собственный тестостерон. Так, хорошо. А вот этот, который ты говорил, самый простой аптечный тестостерон Тестостерон пропионат. Ты пропионат. его пробовал же, правильно, тоже? Я его пробовал на начале своей карьеры. Что он дает, Препарат. какой эффект? Ну, он, во-первых, период полураспада у него очень быстрый, поэтому его рекомендуют чаще колоть для получения эффекта. Он дает практически те же самые показатели, но более мягкие. От него не так задерживается вода в организме.
и от него нету такой сильной агрессии. Но он настолько мягкий, что для, скажем так, начинающих людей он может и почувствуется в эффекте хорошем. Поэтому, ну, из-за того, что он короткий, частота уколов через день, поэтому не совсем он, скажем так, подходит под мой уровень и для того, чего я хочу. Хорошо, немножечко хочу вопросик. Вот видел я пацанов, которые вот в свое время также, наверное, слишком закидывали с этим тестостероном пропионатом аптечным. Но я не могу сказать, что их не заливал. Они были как мыльные пузыри раздуты. Это от дозировок? 100%. Это от дозировок. Все, понятно. Нужно соблюдать И дозировки что там во еще ты всем. называл? Какой препарат был у нас третий из этих андрогенов? Третий из Явный андрогенов. такой, известный. Тестостерона энантат. Ага. Это один эфир, он длительный. Его преимущество в том, что он мощный и колоть его можно раз в неделю. То есть как пропионат, только не так часто колоть, да? Да, да, но и от него эффект все равно будет лучше. То есть он также, получается, что там, наливает или силу Да, дает, да, Все он вот дает это вот. и силу, и налитость мышц, и хорошее, вообще андрогены дают хорошее состояние организма. То есть ты себя чувствуешь лучше, ты лучше восстанавливаешься, и ты всегда готов работать. Ясненько. Теперь по анаболикам. Вот, например, насколько я сейчас знаю, самый известный это Балденон, да, представитель Ну, один этой из, группы, да. один из самых известных, который... Вот что он дает конкретно при тренировочном процессе? Балденон, ну начнем с того, что Тебе что давал? ветеринарный препарат. Мне давал сухую мышечную массу. Сухую таки, да? да? Я его чувствовал, ну как, относительно сухую. У меня просто, я использую уже не первый год одни и те же препараты, что на набор мышечной массы, что на сушку. Я меняю только дозировку и меняю диету, питание, Понятно, да. чтобы изменить свое тело. Но это мягкий препарат, он отличный, он не влияет ни на настроение, ни на что. То есть он не сильно агрессивный, да? Да. Он А по очень печени хороший. сильно бьет? Он? Ну, Мы начнем потом с поговорим. инъекционные все препараты менее бьют по печени, чем таблетированные. Поэтому плюс препарат ветеринарный, он максимально, скажем так, мягкий для человеческого организма. То есть, если, допустим, в свое время ритаболил продавался в аптеках в обычных, его нельзя назвать ветеринарным, он для людей Нет. был придуман, Да. то Балденон получается сильнее, что ли? Или как? У него нет, у него немножко другое действие. Ага. Балденон, он анаболический препарат, а ритаболил больше сходняк андрогенным. Все-таки, да? Да, он больше к андрогенным сходнем был, всегда. Но я же говорю, от того, что Балденон является ветеринарным препаратом, он изначально был предназначен для быстрого набора массы мышечной крупного рогатого скота. Его кололи лошадям, коровам, быкам, свиньям, Короче, овцам. не зря качков быками называют, да? Да, но он настолько Понятно. мягкий, потому что печень у животных очень нежная, поэтому исходя Они не из этого- бухают. Да, и они едят травку, овес, они не едят то, что едим мы, например. Поэтому для человека это один из хороших препаратов. Еще есть мастерон, он сродни Балденону. Это тоже инъекционный. Да, тоже инъекционный, тоже анаболический, тоже мягкий препарат, тоже для набора сухой мышечной А что массы. ты мне раньше не говорил? Ты не спрашивал. Понятно. Хорошо. И вот теперь подходим к одному из самых главных вопросов, вот, которые нам задают наши подопечные, и Диме, я уверен, у него сейчас больше женщин, Андрюхе так точно постоянно, и мне задают. Вот клиент, приходит человек, подопечный, неважно, парень, мужчина, тренируется какое-то время, и каждый, практически, сейчас очень часто это стало, прозанимавшись определенное время, задается вопросом: тренер, а может и мне что-то уколоть, что-то сделать? Если некоторые люди сомневаются, то некоторые приходят с четкой целью начать себя менять более решительно и более радикальными методами с помощью препаратов. И вот возникает вопрос, как начать, как выбрать препараты для начинающих, от чего это зависит. И вот сейчас мы с тобой будем разбирать поэтапно. Возраст. Когда можно, когда не можно, когда лучше, когда хуже и так далее. Вот возраст. Ну, начнем с того, если человек просто пришел для хорошего состояния души и тела, для себя, то я не рекомендую принимать анаболические стероиды. В принципе.
Нет, ну, если он уже дошел до этого и созрел. Ну, допустим, он хочет, все. Мы его уже не отговариваем, мы говорили, что это вредно, там надо, не надо. Вот он уже решил. Надо, чтобы у него организм был сформировавшийся минимум 25 лет. Вот, Ему должно быть вот, то есть минимум. желательно, Это да? мое мнение, да. Все, понятно. Дальше. Тренировочный стаж влияет на это? Вот сколько он уже потренировался, через какое время есть смысл начать себя стимулировать препаратами извне? Ну, я считаю, что влияет и есть смысл, потому что новичкам, протренировавшимся год или два, вообще нет смысла этого делать, потому что за такое время они все равно не выработали свой потенциал. И помимо этого существует еще, мы с тобой раньше освещали про спортивное питание, куча БАДов, бустеров, которые помогут немножечко стать на ступенечку выше данному человеку. Поэтому я считаю, что нужно протренироваться как минимум лет 5, и тогда уже начать себя менять кардинально. То есть, если, смотрите, друзья, подведем небольшой итог. Во-первых, да, стаж тренировочный зависит и, естественно, интенсивность тренировок. То есть, один человек может и 5 лет протренироваться, как говорится, ну, так, гуляющий по лайту. Два раза в да, неделю. 2 раза в неделю, и, там, с перерывами на отпуск, с перерывами на пьянки, на день рождения. А есть ребята, которые упорно этим занимаются, хорошо раскрывают свой потенциал внутренний своего организма, да? Да. Вот, потом уже переходят на следующую ступень, как спортивное питание, с этой ступенькой, правильно, раскрывая свой потенциал. Совершенно. И вот только потом, то есть используя все свои потенциальные возможности организма, переходят к этим препаратам, тогда этот форсаж так называемый сработает, мы считаем, с минимальными вредными побочными эффектами и с максимальным положительным эффектом. И вот мы теперь подходим как раз к самому главному вопросу, к побочке. Какие побочные эффекты вызывают те или иные препараты? И сейчас мы с этим разберемся, а позже расскажем, как их снизить. Итак, андрогены, побочка. Значит, андрогены, они влияют на сосуды, они влияют, ну, густая кровь становится. Самое главное тут, перед тем, как начать это все, вы должны сдать анализы. Определенный комплекс анализов. Это у нас в следующем будем говорить, как следующем. снизить побочный Хорошо. эффект. Сейчас просто о побочке, Ну, надо чтобы люди знали, перейти. чего ждать. Вот, допустим, Значит так, это влияют на сосуды. сосуды, раз, Да. Ну, центральная нервная система немножечко. шалить начинают. Да. Замечалось. Это Два. два, да, перемены настроения. Теперь могут самое быть. главное, не будем скрывать, все боятся импотенция. Здесь что, как? Ну, здесь... Влияет? Ну, это большой миф на самом деле. Но если человек бесконтрольно, длительное очень время и в больших дозировках будет употреблять эти препараты, то у него просто перестанет вырабатываться его собственный тестостерон за счет того, что будет много искусственного. И когда рано или поздно он закончит прием, у него будет большая гормональная яма. И если ее не... Сейчас мы поговорим попозже об этом. Не начать закрывать другими препаратами и правильно восстанавливать все, то это может привести. Но как таковой из всех, скажем так, знающих бодибилдеров, которые в свое время употребляли, экспериментировали, я на самом деле не знаю ни одного человека, у которого были проблемы с потенцией вообще. Они были, но были минимальные. Но все Временные, зависит, да? Да, временные. Но Откаты. все зависит от дозировок и от длительности приема препарата. Это главные две фразы, запомните. Нигде нельзя перебарщивать и ни в чем. Длительность употребления и дозировки, вот именно они влияют. Это также можно отнести к любому медицинскому препарату, 100%. будь то, как они самые вредные эти, господи, Таблетки от антибиотики кашля, любые антибиотики, возьмите, долгое таблетки употребление от печень рушит. Возьмите тот же аспирин, который к язве может привести. Да. Длительность употребления и дозировки. Это то, к чему приводит. Ну и немножко о анаболиках, насколько я помню, они больше влияют по печени, правильно? Да, они влияют на печень, Печень, почки. Холестерин. Повышается? Да, повышается холестерин, увеличивается печень. И с почками может быть задержка водички небольшая. Тоже проблемки могут Да. возникнуть, да? То есть в основном это почечно-печеночный тракт. Желудочно-кишечный. Да. В общем, грубо говоря, Андрогены влияют Да. на мочеполовую систему, на сосуды, на сердце. Анаболики влияют На ливер. печень, на почки, на на весь ваш Еще? ливер. да, еще на поджелудочную.
Так, с этим разобрались немножко, думаю, всем понятно, кому нет, зададут вопросы. Следующий препарат, который сейчас, наверное, ну, только у ленивого не на слуху, это, конечно же, гормон роста. Про него много сказано и много недосказано. В первую очередь, одни люди считают, что он самый чистый, другие говорят, что от него может возникнуть рак. Андрюха, твое мнение? Я помню, когда ты его первый раз пробовал аккуратненько, и вот теперь уже много прошло, много-много лет, как ты его пробовал. Говори по гормону. Когда его целесообразно подключать? Допустим, человек уже там химичит потихонечку, я так понимаю, не с первого курса, правильно? Не с первого, зачем? Вот, когда и при каких там признаках, ну, твое мнение, когда целесообразно подключать гормон роста? Ну, начнем с того, что гормон роста это очень эффективный и, я считаю, максимально после инсулина придуманный человечеством препарат, который улучшает связки и суставы, который омолаживает кожу, который, если его локально долго принимать, убирает подкожный жир. Но, да, в нем есть один маленький нюанс. Он, когда его употребляют для роста мышечной массы, он увеличивает все. И брюшную полость, и раковые клетки тоже, если они есть. И для этого человек должен действительно сначала пройти полную диагностику. И все. Мне лично этот препарат помог очень хорошо. У меня на нем по-другому налипало мясо. У меня на нем уже вообще никогда не растет и не набирается жир внизу живота. Я себя чувствовал максимально хорошо. Ничего не болело. Травмы заживали очень быстро. И еще у него один прекрасный маленький эффект. Он увеличивает, не увеличивает, а он делает лучшее действие стероидов в комбинации, если его употреблять вместе со стероидами. Он усиливает действие стероидов. Вот. Кстати, да, могу подтвердить из своего опыта. Я гормон роста использовал не так много, как Андрей. Все-таки вещь дорогая, но очень классная. Постоянно беру его в комплексе хондропротекторами. И с небольшим количеством стероидов после курса даже небольшого двухмесячного применения гормона роста перестают болеть все суставы. Да. Очень хорошо помогает восстанавливать хрящевую суставную ткань. В принципе, читал даже, что некоторые еще ранее там известные клиники по омоложению работали с гормоном роста. Это потом уже начали там плацентарную ткань использовать, еще что-то там. Ну, то есть в определенных дозировках. Препарат как бы да, ну а дальше по поводу побочки мы сейчас перейдем к этому пункту. Это будет касаться не только гормона, а в принципе и всех препаратов. Как снизить побочные эффекты, какими препаратами, вообще что нужно сделать, чтобы минимизировать риски перед тем, как начать их использовать. И тут опять же, Андрей, тебе слово. Сейчас хочу еще сказать про Андрея. Вот, наверное, один из немногих спортсменов, которых знал лично, который очень-очень времени и внимание уделял своему здоровью именно после курсовой терапии, который сдает анализы постоянно, который на связи с докторами постоянно и который очень серьезно относится к этому вопросу. И в тот момент, когда у него еще не было больших достижений по сравнению с некоторыми спортсменами нашего, они у него консультировались, как чиститься, как выходить и так далее и тому подобное. Было такое? Да, было. Конечно, было. Вот. Итак, с чего начинаем? Курс с медосмотра. Да, самое главное перед тем, как вы задумались и придете к этому, вы обязательно должны сдать все анализы. Общий анализ крови, почечно-печеночный комплекс и липидограмму. Эти три анализа покажут полное состояние всего вашего организма. Именно эти три анализа дают возможность увидеть, если у вас какие-то есть отклонения или же их нету, для того, чтобы начать употреблять стероиды. И также по поводу гормона, да? Да. Чтобы не было, нет ли онкологических клеток? Да, ну это просто, это не анализы получается, это ты идешь и проходишь полное обследование. И все это немножко, ну это тоже сдается кровь, и это другие врачи смотрят. У меня свой гастроэнтеролог, у меня свой кардиолог, каждые 2 месяца я сдаю анализы и смотрю динамику. Тут принцип какой? Загрязнил, почистил, отдохнул. Загрязнил, почистил, отдохнул. Если бы я этого не делал, то неизвестно, что бы было на самом деле.
Теперь о побочках. Как я уже... Секундочку, подытожу небольшой этот абзацик. Каждое действие должно иметь свое противодействие. Правильно Андрей сказал. Загрязнил, почистил, отдохнул. Тогда у вас будет гармонично развиваться организм. То есть то, что мы говорили про дозировки и про сроки, тоже и вообще в принципе. Загрязнил, почистил. Далее. И просто, чтобы вы понимали, это не волшебные вещества. Они вам дадут шаг или два, или три вперед. Но потом будет шаг или два назад. Но к прежней форме вы не вернетесь, если вы будете все делать четко и поступательно. И самое главное, не прерывать тренировочный процесс и соблюдать определенное питание. Теперь далее. Секундочку, еще раз подведу, это тоже очень важный момент. Да, второй пунктик такой, то есть системность. Неважно, с препаратами вы тренируетесь или без препаратов, должна быть системность. Если вы просто надумали сделать в себя вброс химии, то это ни к чему в дальнейшем по итогу не приведет. То есть вы должны иметь некий план на ближайший там определенный какой-то большой промежуток времени, и тогда даже вот эти небольшие курсики системные, эти чистки приведут вас к желаемому результату. То есть если это будет разовый вброс, ну, кажется, зачем нет тогда смысла мучить? вообще. Да. Так, отлично. Нет смысла вообще, потому что у нас уже система. Первый пункт есть, второй есть, третий. Это не поможет вам один раз попробовать и удержать то, что вы хотите увидеть в зеркале. Это постоянно с этим идет работа и борьба. Потому что организм, он такой злой механизм, который быстро дает откат. И вы можете вернуться к прежней форме, а еще даже и к худшей, если не будет системы, как я сказал и Костя. Теперь по поводу анаболиков. Анаболические стероиды. Значит, оральные препараты. Они влияют, мы как уже сказали, на печень, влияют на почки. То есть для того, чтобы снизить риски, нужно соблюдать дозировки и длительность. После, если у вас все нормально, вы начали курс, вы его проходите, прошли, потом вы обязательно должны сдать анализы сразу после него, чтобы посмотреть разницу, насколько было и насколько стало. Потом пройти курс реабилитации препаратами, гепатопротекторами, которые почистят вашу печень, почки приведут в порядок. Теперь, кстати, да, доходим. Какими препаратами? Тут поподробнее, пожалуйста. Чистить? Да, вот какими препаратами мы снижаем вот эту всю побочную деятельность? Например, я уже давно пользуюсь самым мощным препаратом, это Гиптрал. Он есть в инъекционной форме, есть таблетированный. Это очень мощный, хороший препарат, который восстанавливает клетки печени и помогает вернуть все на круги своя. Есть более-менее препараты чуть-чуть слабее. Это, ну, мы не будем касаться старых олдскуловских Корсила и Расторопши. Это тоже препараты на травах, это гомеопатия, но они более слабенькие и мягкие. Есть еще глутаргин, есть еще урсофал. Но вот я рекомендую все-таки использовать Гиптрал. Неважно, какой у вас был курс, длительный, короткий, какие были препараты. А он не навредит? Нет, Гиптрал ни в коем случае не навредит. Я даже экспериментирую, использую его во время курса. Для того, чтобы с моими дозировками, печень это фильтр. Если фильтр загрязнен, то он не будет вырабатывать нужное количество всего. Поэтому я стараюсь даже во время курса пользоваться этим препаратом. Он не навредит, он почистит вас, и у вас будет снова ясная, как говорится, картина всего происходящего. И плюс к этому ко всему вы сможете чувствовать себя вполне комфортно. Так, хорошо. Теперь по поводу почек. Почек. Да, есть такой гомеопатический препарат, как фитолизин. Он есть в таблетированной, в капсулированной форме, есть тюбики. Ну, не каждый сможет растворимый фитолизин пить. Я пил, это довольно-таки душераздирающее зрелище. Поэтому он продается в капсулах. Он использует, там травы сплошные, очень хороший препарат. Кстати, по поводу душераздирающего действия. Когда ты его пил, да, мне так и казалось. Но потом, когда попробовал, слушай, ну люди коньяк глотают, он гораздо более гадкий. Ну не все, такое ощущение, как Стиморал тебе целую пачку в рот засунул. Каждый уже, я просто рассказываю, что есть два варианта, люди выбирают сами там. Потом вот фитолизинчик. Ну еще к почкам неплохо бы было канифрон пропить, тоже это в целях профилактики. По поводу
Это что А вот эти касается препараты, оральных. которые вот именно, как они там называются, хламид, еще там что там еще. Не, у нас это сейчас идет. мы коснемся. Вот про вот эти, которые часто вопросы задают это мне вот- больше всего. Это когда идет использование андрогенных препаратов, таких Так. как пропионат, сустанон, тестостерон-энантат, тринболон-ацетат, тринболон-энантат. Это гормональные препараты, тяжелые. Вот. После них у многих людей бывает гормональная яма. И это уже зависит от личного организма каждого человека. У всех она бывает разная. Поэтому и еще есть такой момент во время курса. Может возникнуть легкое набухание сосков и неприятная такая зуд. Это говорит о первых стадиях гинекомастии. Что такое гинекомастия? Это когда переизбыток тестостерона в организме, и он перерабатывается в экстраген, в женский половой гормон. Значит, этот человек или предрасположен к этому, если он соблюдает правильные дозировки, или же он брезгует правильными дозировками и завышает их, пренебрегает, да. И у них начинаются вот такие вот моменты. Тут первая спасательная помощь, это у нас сначала получается, Что там называется? сейчас я вспомню, скажу вам этот препарат. Блин, только что крутилось в голове. Ты у меня. Ладно, я сейчас вспомню, потом скажу. После курса, для того, чтобы снизить вот этот вот неприятный момент, есть 3 препарата. Тамоксифен, Вот, да. кламид и ганадотропин хорионический. Тамоксифен, ну, он более мягкий и самый легкий из всех 3, которые я назвал. При несильной побочке, Да, да? он используется, пьется чуть ли не 2-3 месяца, чтобы было все хорошо. Лучше, конечно же, использовать кламид. Там и дозировка больше, и он мощнее. Он гасит эту гормональную яму. И еще после него желательно пропить проверон. Это препарат, который Вот, проверон. возобновляет собственное действие тестостерона. Он заводит ваш организм, чтобы ваш тестостерон заново работал снова самостоятельно. Потому что даже при любых дозировках организм у нас не глупый парень. Он перестает вырабатывать свой тестостерон, когда у него появляется в избытке искусственного. Это Я называется вспомнил про эффект дуги. Да, я вспомнил про тот препарат. Анастрозол? Да, анастрозол. Я вспомнил. Вот, анастрозол это скорая помощь для Он мощный, вот таких он моментов, быстрый, да, которые, если возникли во время курса, вы буквально по одной таблеточке 5 дней подряд пропиваете его, и он гасит все нежелательные эффекты, у кого есть предрасположенность, опять же таки. Все мы, как говорится, одинаковые, но все мы разные, поэтому у каждого может быть все по-разному. Я, например, у меня никогда не было гинекомастии, дозировки у меня были разные. Еще я не сказал, сейчас добавлю ганадотропин. Ты говорил Ганадотропин, не, я сказал, но да, я не как сказал он, для да, когда чего его, его. да, Да. используют. Это препарат очень мощный, с ним играться нельзя. Он делается из мочи беременных женщин сроком от 6 до 8 недель. Ничего себе. И колется, если... Он инъекционный? Да, он инъекционный, он колется, ну, в зависимости от дозировки. Есть 1500 единиц во флаконе, есть 5000, есть 2500. Вот если это, возьмем самую минимальную дозировку 1500, то 2-3 раза в неделю. Вы его колите и колите его на протяжении 2 недель. И смотрите на состояние своего организма, сдаете снова опять определенные анализы, и будет динамика. С ним играться не надо, но он тоже препарат хороший. Но это на отдельный крайний случай. Самое главное, при использовании андрогенных препаратов, если в середине, в начале, в конце курса у вас возникли с этим какие-то проблемы, вы попринимали анастрозол. Если не возникли, не надо этого делать. Когда вы закончили курс, вы попали в гормональную яву, вы принимаете кламид, сдаете анализы, потом вы принимаете проверон, сдаете анализы и смотрите на баланс своего тестостерона общего и общий и какой там еще тестостерон и свободный. Вот.
Итак, маленький итог, вот тут много информации, вот сейчас надо все-таки подытожить. Вот как человеку самому вот к этому прийти, или все-таки что должно этому предшествовать, вот откуда ему знать, вот хламид ему брать, или гонадотропин, или вообще кто ему должен посоветовать, доктор, тренер, или вот кому это обратиться, как ему принять. Потому что мы, конечно же, не рекомендуем заниматься самолечением, потому что человеку, особенно новичку, вот как понять ему, вот, каким препаратом, когда, вот как это начать, вот ему это делать правильно. Ну, в любом С кем случае, посоветоваться в первую очередь, с доктором или с тренером, все-таки вот тут новичок, делает он курс и тут раз понимает, что что-то вроде бы как-то не так, но вот какой препарат взять, анастрозол, проверон, хламид, все вот это такой объем информации, что реально ну, не поймет человек, ну, что, как. зачастую лучше, конечно, чтобы был и грамотный тренер, который на себе, как я это все испытал, и был правильный, грамотный доктор. Подчеркну слово правильный. 99% докторов, они в теории это знают, и они очень сильно перестраховываются. Они не доводят информацию до кратчайшего и конечного результата. Они вас могут просто запугать. А нужен такой, который просто объяснит. Но прежде чем обращаться к доктору, вы должны сдать анализы, посмотреть, все ли у вас в порядке, и обратиться к грамотному тренеру, который это все не в теории прочитал в интернете, а на себе все пробовал. И начать с минимальных дозировок из самых простых препаратов. В общем, итак, друзья, если вы хотите избежать проблем и все-таки перестроить свое тело и получить желаемый результат, в первую очередь мы рекомендуем найти себе грамотного наставника. И уже потом все эти этапы, которые говорил Андрей, не самому придумывать ни в коем случае, а все-таки делать под руководством наставника, который вам подскажет, куда пойти, что сдать, который сможет также прочитать эти анализы и посоветует препараты, с которых надо начать. Мы сейчас не будем углубляться, с чего лучше начинать, с чего хуже. Это все-таки индивидуально, разные цели. И если вам будет интересно, в дальнейших выпусках мы расскажем подробнее о курсах. Какой курс для начинающего лучше подойдет для набора мышечной массы, какой курс лучше подойдет для сушки, для той же или для красоты. Разные цели, разные курсы, разные дозировки. Правильно, Андрей? Да. Вот, поэтому, если вы все-таки решились на это, в первую очередь найдите себе грамотного, опытного наставника. И уже под его руководством, вместе с ним, шагайте к запланированной цели. И тогда у вас все будет нормально и со здоровьем, и с настроением. А не спрашивайте у своих друзей, которые где-то что-то услышали, как-то захимичились, и вам в спортзале просто краем уха кинули какую-то информацию. Все должно быть поэтапно. И главное, запомните, это не волшебные вещества. Они не приведут вас к той цели, которую вы себе запланировали. Вас приведет к той цели только поэтапная, грамотная работа с этими препаратами, с тренировочным процессом и с питанием. Комплексный подход. Да. А для этого у вас должен быть реальный, грамотный тренер, специалист, наставник, человек, который в этом реально разбирается. И вот теперь, возвращаясь к началу нашего выпуска, когда я говорил, почему Андрей нам это все советовать сегодня будет. Да, я тоже это пробовал, но я по принципу бери меньше и получай из него максимум, потому что у меня не было цели именно добиться в соревновательном виде спорта. И Дима пробовал, кстати, вот кто хочет, зайдите на его страничку. Еще одну скажу. Да, потом Андрей еще дополнит. Зайдите на страничку Дмитрия, вы найдете его там на нашем ресурсе. Человек в 57 лет активно тренируется и активно тренирует. Это тоже говорит о многом. И, как я уже говорил, Андрей, в свои 47 лет он ведет активную как тренерскую работу, так и соревновательную. Он у нас и судья, и кто-то у нас президент нашей федерации. Днепропетровской федерации ВАБа. Вот. И к тому же как бы действующий спортсмен. Поэтому, когда вы будете выбирать своего наставника, то есть обратите внимание на его резюме и посмотрите. То ли он на словах будет вам показывать фоточки с молодости, вот смотрите, какой я был, а сейчас он себя угробил полностью и будет рассказывать, что на своих ошибках вас научит. То ли все-таки он до сих пор, обладая спортивным интеллектом, дожил до, так сказать, глубоких спортивных лет, 47-55, это уже возраст. Если человек в этом возрасте все-таки сохранился, значит у вас будет больше шансов, что и вы переживете все, сохранитесь и добьетесь своей цели. А теперь еще Андрей дополнит. И еще мы обсудили, поговорили, затронули там молодежь, но вот у меня много клиентов и людей, которым 45 плюс и 50. Так вот, они у меня на очень щадящих, минимальных дозировках тестостерона, сустанона,
себя чувствуют прекрасно, живут отлично, у них все в порядке в семье. Не-не-не, сейчас И они извини, не братан, забиваются. секундочку. Мы не молодежь затрогаем, мы говорили о тренировочном опыте. Я просто рассказываю о маленькой пользе, маленьких дозировках Да. людям, которые перешагнули за 45, и что я не агитирую, но что это больше люди мои используют как лекарство. Это второй момент, то, что мы Очень, говорили. как лекарство. В первую очередь важен стаж, а второй возраст. И от возраста будет зависеть уже дозировки. То есть это тоже не пока. Человек может быть начинающим спортсменом, но будучи возрастным человеком, мужчиной. Да, но и тут вот дело поэтому... не то, что он спортсмен, он просто, ему это необходимо для жизни. Потому что собственный тестостерон с годами у мужчин, у нас, он все равно занижается. И поэтому они это принимают больше не для того, чтобы в зеркале красиво выглядеть. Они это принимают, чтобы Да ладно, все жить. хотят выглядеть Ну, красиво. понятно, но они просто хотят, они просто живут полной жизнью. Кстати, Понимаешь? друзья, Просто напоминаю, полной жизнью. если этот видеоролик наш получит отзыв хороший, то в дальнейшем мы коснемся именно этих тем. И, так сказать, курсы для возрастных людей, которым уже 40 плюс, 30 плюс, и которые даже некоторые только начинают в этом возрасте. Вот, 47. И качество хорошей, И дорогой качество химии, жизни. это качество вашей кожи. У меня кожи. нету ни одного прыща. Кстати, да. Вот. Поэтому я не хвастаюсь, я просто подтверждаю слова Кости, что я профессионал. Видите, у него нет. Повернись спиной, пожалуйста. Вы не увидите там язвы, вот эти вот глубоких прыщей. Это говорит о том, что человек правильно подбирал свои дозировки, Чищусь свои препараты и правильно, да, следил за здоровьем. фармакологию использую. Поэтому всем спорт. До новых встреч в эфире. Подожди, я еще не все сказал. Я Еще за раз. себя. За себя. Пишите нам в директ, насколько вам интересна эта тема и какие моменты вы бы хотели все-таки, чтобы получили больше освещения. Можем сделать для возрастных спортсменов, для начинающих, для молодых. Очень часто девчонки задают вопросы, чтобы такого уколоть, хотя мы стараемся отговорить, говорю заранее, которые также хотят быстрых результатов, но это вообще отдельная тема. В дальнейшем собираемся посетить наших знакомых докторов, сделаем выпуск о тех же препаратах, но с точки зрения медицинской, так сказать, теории, взгляд врача на весь этот вопрос, плюсы и минусы, потому что плюсы таки все-таки есть, как бы там хейтеры это дело не обсуждали. И да, минусы никто никуда не девал, но как Андрей вам сказал, система, ум, интеллект включайте, и будет вам счастье, и будет у вас все в принципе нормально. Как говорят, да. Но каждый должен решить для себя сам. Мы просто освещаем, мы ни в коем случае не агитируем. Не дай бог, да. И мы рассказываем вам для чего? Для того, чтобы вы смогли правильно это сделать. Сделать И свой выбор, по конечно. минимуму свое здоровье немножечко, скажем так, грубо в кавычках погробить. Да не Потому будет что ничего товарищи, гробить. которые пьют пиво и едят Макдональдсы, поверьте мне, у них с печенью гораздо все хуже, чем у нас. Да, это, кстати, подтверждают доктора, когда мы идем, сдаем анализы. Если у нас даже есть по некоторым пунктам небольшие отклонения, то врачи, гастроэнтеролог, допустим, мой, также говорит, что такие отклонения даже больше вполне часто встречаются у простых людей, которые вообще понятия не имеют, что такое спорт, что такое фармакология и так далее. Поэтому, как говорит Андрей, если все делать вы будете по уму, здоровье вы своего не испортите. Но те моменты, которые мы озвучили, агрессия, излишняя, там, риски, онкозаболевания, вы должны всегда учитывать. Поэтому все вышесказанное подписываемся. Наставник, спортивный интеллект. Выбирайте ваш выбор. А мы, наверное, на сегодня пока попрощаемся. Пишите в директ ваши вопросы, ваши темы и пожелания. Канал Мастер Самбади. Всегда С вами был украинский викинг. Бронзовый призер чемпионата мира. И чемпион мира по ВАББА. Чемпион Мастер мира спорта по международного ВАББА. класса. Серебро на Европе. На Арнольде. Да, у Ну, него короче, много много титулов, всего как было. вы можете видеть по 10 части его медалей. Ну, это еще не все. Ну, С вами был Дмитрий, наш оператор, которому 57 лет, и он еще офигительно тренируется, он еще жмет свои 140 и Дай хорошо бог себя каждому. чувствует, да. И с вами как вы был видите. Константин, Ну и я, как обычно. мозг нашего канала. Задушевник. Все, до новых встреч, всем спорта.